В американской средней школе пригородного района появилась новенькая девочка по имени Эмми Джонсон. Тихая, вежливая, с большими глазами и аккуратным рюкзаком, она сразу выделялась среди шумной и грубой школьной толпы. Учителя отзывались о ней с теплом, но одноклассники, особенно некоторые старшеклассники, быстро почувствовали ее уязвимость. Группа из 3 подростков, которых в школе знали как задирак, заметили Эмми в обеденный перерыв. Парни Брэндон, Зак и Коди были старше и крупнее, привыкшие чувствовать безнаказанность. Они обступили девочку у заднего входа в спортзал, где не было камер, и редко кто проходил. Один из них схватил ее рюкзак, другой толкнул плечом, третий сорвал с головы кепку и бросил в грязь. Эмми сжалась, испугавшись, но не заплакала. Она только тихо посмотрела в сторону школьной стоянки. Там стоял серый пикап. Водительская дверь приоткрылась, и из машины вышел высокий мужчина в черной куртке и темных джинсах. Это был ее отец Ричард Джонсон. Он приехал немного раньше, чтобы забрать дочку после первого полного дня в новой школе. Ричард прошел путь от морского пехотинца до инструктора по карате. Черный пояс, годы дисциплины и абсолютный контроль над телом и эмоциями. Но сейчас он увидел, как его единственную дочь окружили трое, и 1 секунда отделяла их от очередной эскалации. Он не крикнул, не предупредил. Просто вошел в зону, где они стояли, и одним точным движением оттолкнул старшего из хулиганов от Эмми. Второй замахнулся, но тут же оказался на земле. Ричард провел резкий разворот с подсечкой, и подросток рухнул, сбитый с ног. Третий попытался убежать, но был перехвачен и аккуратно прижат к стене с минимальным усилием, достаточным, чтобы тот не дергался. Ни один из них не пострадал серьезно, но каждый почувствовал, что значит встретиться с силой, которую невозможно переоценить. Все произошло за несколько секунд. Ричард даже не дышал тяжело. Он просто взял дочь за руку и повел к машине. На следующий день о случившемся знала вся школа. Эмми больше никто не трогал. Даже наоборот, к ней начали относиться с уважением. Не из-за страха перед ее отцом, а потому что она была той, кто, не говоря ни слова, стояла с достоинством и чья защита пришла, когда это было действительно нужно. А Ричард Джонсон больше не появлялся на территории школы. Он больше не должен был. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.